сравнении с другими змеями этих созданий часто считают безобидными и скромными, но это мнение далеко от истины. Конечно, в их арсенале нет яда, но взамен они получили безграничное терпение, мертвую хватку и по-настоящему отменный аппетит. Поэтому даже у крупной цели нет ни единого шанса оказаться на свободе. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – мастер охоты и рыбалки – Уж. Не забывайте подписываться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. Род ужей насчитывает 5 видов, которые отличаются окраской, но имеют схожий образ жизни. Эти пресмыкающиеся обитают почти на всей территории Европы, хотя отдельные виды можно встретить в Азии и Северной Африке. Средняя длина взрослой рептилии около 1 метра, но иногда встречаются и 2-метровые особи. Места обитания ужей довольно разнообразны, хотя чаще их можно встретить по берегам различных водоемов, в низменных лугах и других местах с высокой влажностью, ведь именно там обитает излюбленная добыча этих пресмыкающихся. Представители данного рода отличаются высокой подвижностью и маневренностью. Они легко преодолевают различные препятствия, без труда взбираются на высокие деревья и превосходно плавают. Особенно это касается водяных ужей, которые проводят в воде значительную часть жизни. Они не только играючи пересекают водоемы, но и практикуют подводную охоту. Эти рептилии могут глубоко нырять и задерживать дыхание вплоть до 10 минут, чего вполне хватает, чтобы выбрать подходящее место, затаиться и ждать, пока мимо не проплывет ничего не подозревающая рыба. Представители семейства бычковых – типичные донные обитатели, и именно они становятся излюбленной добычей ужа. Пятнистый окрас превосходно маскирует его на дне водоема, поэтому обладающий молниеносными рефлексами охотник редко остается без добычи, даже если в роли мишени выступает быстрый и сильный окунь. Мелкая рыбешка заглатывается на месте, но часто в ловушку попадает довольно крупная цель, которая незамедлительно доставляется на сушу. В арсенале ужей нет яда, поэтому справиться с серьезной добычей не так просто. Пойманная рыба активно сопротивляется, но у охотника солидный запас терпения. Он дожидается, пока рыба истратит последние силы, и лишь после этого переходит к трапезе. В пасти змеи скрываются мелкие, но острые зубы, которые надежно фиксируют цель, а подвижная нижняя челюсть на эластичных связках помогает заглотить даже превосходящую в толщине добычу. Чаще всего охотник поедает цель с головы, что уменьшает вероятность пораниться об острые плавники. Этот процесс очень длителен, но он позволяет забыть о поисках пищи на несколько дней или даже недель. Однако и у самой широкой пасти есть предел. Порой пойманный трофей настолько огромен, что попросту не лезет в рот. Уж не спешит расставаться с таким ценным обедом, но все попытки заканчиваются неудачей, поэтому рано или поздно даже самый голодный охотник вынужден оставить добычу нетронутой. Другие виды ужей, в том числе обыкновенный, тоже не прочь перекусить рыбой. Также весомую часть рациона составляют лягушки и жабы. С безопасного расстояния охотник фиксирует положение жертвы и незаметно уменьшает дистанцию, пытаясь застать амфибию врасплох. Эти земноводные сильны и проворны, но опытная рептилия ни за что не упустит попавшую в ловушку жертву. Поэтому даже самое яростное сопротивление чаще всего не приносит результата. Интересно, что заглатывание относительно крупных амфибий начинается не с головы, а с ног жертвы. Кажется, что такой способ не совсем удобен, но в этом есть свой смысл.
Дело в том, что в случае опасности земноводные набирают полные легкие воздуха, чтобы казаться крупнее. И это не только отпугивает врагов, но и значительно усложняет голодному противнику задачу. И именно поглощение с обратной стороны позволяет постепенно выдавить весь воздух и благополучно протолкнуть еще живую жертву в желудок. Обыкновенная жаба не самый легкий соперник, ведь помимо внушительных размеров она обладает особыми железами, которые в случае опасности выделяют ядовитый сок. Но кажется, такая мера малоэффективна против рептилии, которая продолжает неспешно заглатывать добычу. Помимо земноводных и рыбы в рацион уже и входят мелкие грызуны, ящерицы, насекомые, а также птицы и их яйца. В случае опасности уж придерживается нескольких тактик. Чаще всего он пытается скрыться, но когда поблизости нет укромного места, змея вполне может проявлять агрессию. Она угрожающе шипит, пытается казаться крупнее, выделяет пахучую жидкость и даже может напасть. Вряд ли найдется много смельчаков, готовых приблизиться к столь серьезно настроенной рептилии. Но если и этот план не срабатывает, остается последнее средство. Змея попросту притворяется мертвой, полностью расслабляя мышцы и для большей убедительности открывая рот. Совместно с дурным запахом такая картина чаще всего отбивает аппетит нападающего, и когда противник уходит, змея мигом оживает, спешно покидая опасную зону. С учетом не слишком крупных размеров и отсутствия яда, у рода ужей немало врагов, среди которых хищные птицы, некоторые млекопитающие, а также щуки и отдельные виды рептилий, которые не прочь поживиться себе подобными. Кроме того, ужи часто страдают от людей, которые по незнанию принимают безобидных созданий за ядовитых гадюк. С приходом осени ужи начинают усиленно питаться, ведь с наступлением холодов они впадают в спячку, которая в зависимости от региона может продлиться до 8 месяцев. В неволе ужи могут прожить до 20 лет, в естественных условиях эта цифра в разы меньше. В целом же эти пресмыкающиеся прочно заняли нишу в экосистеме и в большей части ареала являются вполне типичными обитателями. Однако уничтожение естественной среды обитания может стать катастрофой даже для столь приспособленных созданий. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!